Слава и деньги – это всегда большое искушение. До чего это доводит знаменитостей? До проблем с законом и места за решеткой, Меня зовут Нокс, и сегодня я расскажу вам про звезд. которые натворили таких бед, что даже деньги и адвокаты не смогли их спасти от решетки. Поверьте, вы удивитесь именам. И начну с Софи Лорен, уж это имя точно не ассоциируется с криминалом. Легенда итальянского кино, чье имя украшает список лауреатов Каннского, Венецианского и даже Московского кинофестивалей. Что она натворила? Решила обмануть государство. В 1974 году Италия обвинила Софи в уклонении от уплаты налогов. Актрису заочно осудили на месяц заключения. Возвращаясь из Франции, она была арестована прямо в аэропорту и отправлена в женскую тюрьму. И да, не в VIP-камеру в частном порядке, а в общую, несмотря на заслуги. Но вот что интересно, вокруг тюрьмы собрались ее поклонники, несущие цветы в знак поддержки. После 17 дней заключения Софи была освобождена досрочно, однако судебные разбирательства затянулись на долгие 40 лет. Представляете? Только в 2013 году обвинения с нее были окончательно сняты. Но да, ей пришлось оплатить все свои долги и проценты, которые накапали за все годы. А что скажете про недавний случай? Трэвис Скотт оказался в неприятной ситуации в июне 2024 года. Что натворил? В Майами-Бич, известном своей яркой и бурлящей ночной жизнью, рэпер был задержан за нарушение общественного порядка. Оказывается, он был под шофе и, не удержав эмоций, начал кричать оскорбления в адрес одного из отдыхающих на яхте, чередуя это с угрозами физической расправы. Парня не смогла унять даже охрана. На вопрос полиции о том, употреблял ли он алкоголь, Трэвис иронично заметил: «Это Майами». В результате его отпустили из-под стражи, взяв залог в $650. Хорошо, что до драки не дошло, но поверьте, не только рэперы могут вытворять странные вещи. Джастин Бибер попал в неприятную историю в Майами-Бич в 2014 году. Да, на пике своей популярности, когда все воспринимали его милым мальчиком. На момент задержания он участвовал в уличных гонках, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. После задержания Бибер признался, что перед началом стартов употреблял алкоголь, курил марихуану и принимал некоторые лекарства. Но это еще не все. Джастин также оказал сопротивление при аресте, попытавшись раскидать полицейских. Как вы понимаете, певец оказался за решеткой, лишенный свободы. Но даже на этом его проблемы не закончились. У Бибера истек срок действия водительских прав, и целый год он незаконно передвигался на автомобиле. В результате инцидента суд обязал его пройти 12-часовой курс по управлению гневом, а также образовательную программу, направленную на борьбу с вождением в нетрезвом виде. К тому же на его плечи легла обязанность оплатить штрафы и сделать благотворительный взнос в размере $50 тысяч. Марк Уолберг, в отличие от Бибера, не скрывает своего бурного подросткового периода. К 15 годам он уже имел на своем счету более 20 вызовов в полицию по различным обвинениям. В частности, в 15 лет он столкнулся с обвинениями в издевательствах над афроамериканцами. Следующий год принес ему обвинения в ограблении аптеки и нападении на вьетнамцев, опять же из-за расистских взглядов Марка. Один парень сильно пострадал, Уолберг избивал его лежачего, находясь в наркотическом угаре. Несмотря на серьезность преступлений, Марк провел в тюрьме всего 45 дней благодаря несовершеннолетию. Однако его трудности с законом не закончились на этом. Спустя некоторое время он оказался вовлечен в новый скандал – нападение на соседа, в результате которого тот получил перелом челюсти. Еще один инцидент произошел на вечеринке у Мадонны, где актер устроил драку прямо перед камерами. В какой-то момент Марк все же взялся за голову, осознав, что может оказаться за решеткой на более серьезные сроки. Ладно. Но что я все только о парнях? Вот еще одна голливудская оторва. Линдси Лохан, казалось, чаще посещала залы суда, чем съемочные павильоны. Ее беды начались в 2007 году с ареста за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Но на этом неудачи не закончились, как вы понимаете. В 2012 году она снова села за руль пьяной и спровоцировала аварию. Пытаясь уйти от папарацци, Линдси врезалась в чужую машину и покинула место происшествия, объясняя свои действия тем, что опаздывала на съемки.
Судебное разбирательство затянулось на 11 часов, но Лохан удалось избежать тюремного заключения. В итоге суд отправил ее на 3 месяца в реабилитационную клинику Бетти Форд, запретив покидать ее территорию. Помимо этого, ей было назначено исполнение общественных работ и прохождение курса психотерапии на 18 месяцев. Линдси также обязали регулярно проходить тесты на наркотики и избегать общения с лицами, потенциально связанными с наркоторговлей. А что скажете про криминальное прошлое Железного человека? 1993 год оказался переломным в жизни Роберта Дауни-младшего. Всего через месяц после знакомства он женился на певице и модели Деборе Фалконер, и у пары родился сын Индио. В том же году актер получил премию BAFTA за роль в фильме «Чаплин» и даже был номинирован на «Оскар». Однако слава дала о себе знать не с лучшей стороны. К середине 90-х Дауни начал терять контроль над собой. Первый серьезный инцидент произошел, когда его задержали за вождение в нетрезвом состоянии. При этом у него нашли героин и незаряженный пистолет. В ответ на это суд назначил актеру испытательный срок с обязательными тестами на наркотики и прохождением курса лечения. Однако уже через год ситуация повторилась. Дауни снова был пойман пьяным за рулем, с наркотиками и оружием. К тому же он случайно забрел в дом соседей и уснул в детской комнате. Интересно, автограф попросили? В итоге актера приговорили к году заключения. Его сын Индио вместе с матерью регулярно навещал его как в тюрьме, так и в психиатрической больнице, где Дауни проходил принудительное лечение от зависимостей. Напряжение и сложности, связанные с его поведением, развалили семью, и Роберт чуть не сорвался вновь. Конор Макгрегор, известный не только своими достижениями в UFC, но и разнообразными выходками, добавил в свой послужный список еще один инцидент. Да, кто-то рискнул его задержать. В 2019 году в Саут-Бич Макгрегор был арестован после того, как отнял мобильный телефон у фаната, который попытался его сфотографировать. Ему были предъявлены обвинения в ограблении и хулиганстве. Однако дело взяло неожиданный поворот. Обвинения против Макгрегора были сняты, когда пострадавший отказался продолжать сотрудничество с правоохранительными органами и отозвал свои показания. Таким образом, скандальная история завершилась неожиданно быстро, оставив за спиной лишь шум в прессе и еще одну страницу в биографии бойца. Думаю, что парню подарили десяток другой новых телефонов. Ну и куда без легенды? В начале 1990-х Майку Тайсону, знаменитому боксеру, предъявили серьезные обвинения. Суд обвинил его в изнасиловании участницы конкурса «Мисс Черная Америка», которой было всего 18 лет. Тайсону назначили 6 лет лишения свободы. Судебное дело вызвало много споров и дискуссий. Многие факты указывали на то, что отношения между Тайсоном и девушкой могли быть по взаимному согласию. Однако эти аргументы не нашли отклика у суда, и Тайсон был осужден. Из назначенных 6 лет он отбыл в итоге только 3. После выхода на свободу Тайсон принял ислам, что стало новым витком в его жизни. Этот период оставил значительный след в его биографии, став точкой перелома как в личной, так и в общественной жизни боксера. У Тупака Шакура случилась похожая ситуация. Его обвинили в изнасиловании 19-летней Аянны Джексон, которая утверждала, что Шакур и его друзья напали на нее в номере отеля и изнасиловали толпой. Несмотря на отрицание музыкантам этих обвинений, суд признал его виновным и приговорил к тюремному заключению. За день до вынесения приговора на Шакура было совершено нападение. Рэпер получил 5 огнестрельных ранений, но выжил. Отбыв в тюрьме 9 месяцев, Тупак был освобожден под залог, однако его свобода длилась недолго. Через год после выхода из тюрьмы Шакур был убит в результате стрельбы, до сих пор не раскрытой полицией. Эти события оставили глубокий след в истории хип-хопа, превратив жизнь и смерть Шакура в одну из самых обсуждаемых тем. И куда без самой известной голливудской гламурной львицы. В сентябре 2006 года Пэрис Хилтон предстала перед судом, который приговорил ее к штрафу в $1500 и 3-летнему испытательному сроку за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Однако история на этом не закончилась. Позже выяснилось, что Хилтон не успела записаться на обязательную образовательную программу о вреде алкоголя, как того требовал суд, и также нарушила условия своего испытательного срока, сев за руль без водительских прав.
Эти нарушения привели к тому, что ей было назначено 45 дней тюремного заключения. Представляете? Однако благодаря своим связям и хрупкому эмоциональному состоянию Пэрис была освобождена на 3-й день и помещена под домашний арест. Говорят, она так сильно рыдала в тюрьме, что у нее появилась сыпь от стресса. Однако такое решение шерифа вызвало неодобрение у прокурора и судьи, что привело к тому, что Хилтон была вновь отправлена в тюрьму, несмотря на слезы и мольбы. В итоге, после вмешательства адвокатов, срок был сокращен до 23 дней. Богатые тоже плачут, причем в тюрьме. Томми Ли, известный своими выходками и любовью к ночным клубам Лос-Анджелеса, сразу после знакомства с актрисой Памелой Андерсон вступил с ней в бурные отношения. Их роман разворачивался очень стремительно, и через 6 недель они уже обменялись клятвами. Однако идиллия не длилась долго. Семейная жизнь пары была полна страстей, которые не раз переходили в конфликты. После одного из таких ссор Томми Ли был арестован прямо из их особняка. Памела вызвала полицию, сообщив о насилии. По данным прокуратуры, на теле актрисы обнаружили множество синяков. Это стало последней каплей для Памелы, и она подала на развод. Томми не отрицал, что поднял руку на жену. Суд вынес решение о 6 месяцах заключения для музыканта, а также обязал его отработать 200 часов в пользу общества. Дополнительно, Томми Ли должен был внести вклад в размере $6200 в приют для женщин, пострадавших от насилия. Кстати, а что по старой гвардии? Тут тоже свои хулиганы. Сэр Джеймс Пол Маккартни, знаменитый британский музыкант и бас-гитарист легендарной группы The Beatles, столкнулся с серьезными проблемами в 1980 году. Во время прибытия в Японию в аэропорту Акура у его жены Линды была обнаружена марихуана. Маккартни, демонстрируя благородство, взял всю вину на себя и подвергся 5-часовому допросу, после которого его поместили в тюрьму. По законам Японии, за подобное нарушение ему могло грозить до 7 лет заключения. Однако через 10 дней в камере дело Маккартни было разрешено, и ему разрешили вернуться домой. Позже музыкант признался, что это была самая большая глупость в его карьере, объясняя свой поступок тем, что в Японии невозможно было купить марихуану. Уэсли Снайпс, известный своей ролью в трилогии «Блейд», оказался в довольно непростой ситуации, когда его осудили за уклонение от уплаты налогов. За 10 лет актер накопил долг государству на сумму около $15 миллионов. Нехило, да? Суд, рассмотрев дело Снайпса, приговорил его к 3 годам лишения свободы, что является максимально возможным наказанием по данной статье. Отбывать свой срок Уэсли начал в одной из тюрем Пенсильвании. Этот случай стал одним из самых резонансных в истории судебных разбирательств с участием знаменитостей по вопросам налоговых нарушений. Но налоги – это детский лепет по сравнению с тем, что творили следующие звезды. Кертис Джексон, широко известный как 50 Cent, вырос в одном из самых бедных районов Нью-Йорка. Отцом он был брошен еще в детстве, а его мать Сабрина, родив в 15 лет, зарабатывала на жизнь торговлей кокаином. Трагедия настигла ее в возрасте 23 лет. Ее убили, оставив в комнате с открытым газом после того, как напоили снотворным. После ее смерти Кертис, столкнувшись с жестокостью реальности, сам начал заниматься наркоторговлей. Так продолжалось до 1994 года, когда ему было всего 19 лет. Его арестовали, и он был приговорен к 3 годам тюремного заключения. Но Кертис пробыл в тюрьме лишь полгода, так как получил условно-досрочное освобождение. Переломным в его жизни стал 2000 год, когда на музыканта было совершено покушение. В результате нападения, вероятно, со стороны бывших подельников, 50 Cent получил 9 серьезных пулевых ранений, поразивших его грудь, щеку, руку, обе ноги и бедро. Нападение произошло в упор, когда рэпер находился в автомобиле возле дома своей бабушки. Это событие стало критической точкой в его жизни, кардинально изменив его дальнейшую судьбу. Ну и Дэнни Трёха, известный многим по роли в фильме «Мачете». Еще будучи подростком, он попал под влияние своего дяди, с которым вместе попал на скользкую дорожку преступлений и наркотиков. В итоге это привело его в тюрьму, где он провел в общей сложности 11 лет. В тюремных стенах Трёха не только отсидел назначенный срок, но и смог кардинально изменить свою жизнь.
Пройдя программу наркореабилитации, он раз и навсегда избавился от наркозависимости и даже стал чемпионом Пенсильвании по боксу в своей весовой категории. Судьба улыбнулась Трёха, когда один из его друзей из общества анонимных наркоманов предложил ему роль заключенного в боевике «Поезд-беглец». Сценарий для этого фильма написал Эдвард Банкер, который был фанатом Дэнни со времен его боксерских поединков. Это стало началом его карьеры в кинематографе, и вскоре Трёха начали приглашать на различные роли. Однако, несмотря на успех в киноиндустрии, Дэнни не забыл о своем трудном прошлом и активно участвовал в наркореабилитационных программах, а также проводил лекции в учебных заведениях, рассказывая о вреде наркотиков. Действительно, человек, который достоин уважения. А как вы считаете? А на этом все. Если вы любите интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать видео или озвучивать ролики, то обязательно пишите в наш Telegram-бот по ссылке в описании, будем рады с вами сотрудничать. И спасибо за просмотр.